колоссальное количество времени на протяжении уже десятков лет. Лично я работаю уже 12, и постоянно одни и те же вопросы: что за клей, как он работает, почему он не работает, какой клей выбрать. И это бесконечная тема. Я не знаю, как на нее повлиять, наверное, только записывать подобного рода видео без конца. У меня уже есть одно, которое посвящено как раз-таки клею по наращиванию ресниц, но это будет немножко более подробная, возможно. И вообще тема клея, она неинтересная, она очень быстро заканчивается, потому что есть определенные условия, есть определенные компоненты, которые мы знаем, как они работают, но, безусловно, каждый мастер хочет найти какую-то секретную информацию, которая позволит ему понять, что ох, здесь не все так просто, ох, какой коварный клей, ох, вот он мне мешает работать. Или нужно же найти причины, например, неудавшейся процедуры, или хочется открыть какое-то новое знание, может быть, в данной области. Но дело в том, что знаний в данной области быть никаких не может, потому что все это давно уже открыто. И как раз-таки в этом видео я хочу рассказать не о своем мнении по поводу клея. Здесь нет какой-то характеристики, какой мне нравится, а какой мне не нравится. В сети, кстати, очень часто можно подобного рода отзывы находить, но на самом деле они к реальности вообще не имеют никакого отношения, потому что личная характеристика какого-то продукта, она не всегда является достоверной, полной и объективной. Поэтому здесь, в этом видео, только факты. Это видео также есть в текстовом формате, в формате подкаста. Можете в любом, какой вам удобно, слушать. Здесь все очень просто, придумывать ничего излишнего не нужно. Поэтому просмотрите, пожалуйста, сделайте свои выводы, и я направляю эти видео для того, чтобы вам помочь в работе. Что очень часто можно встретить, что мастера сами усложняют себе работу на ровном месте, где этого делать совершенно не нужно. Тем более, что громадное количество производителей уже разработали все формулы, и уже есть клеев, ну, буквально на любой вкус, цвет и кошелек. Но по-прежнему на них можно находить огромное количество негативных отзывов или вот таких вот хвалебных. На самом деле, еще раз повторюсь, это никакого отношения к реальности не имеет. И то, что вы прочитали на форуме, что клей такой-то классный, берите его взяли и нашли подтверждение тому, что он работает, это абсолютно никому не нужный факт. То так же самое, что не означает, что клей, на который очень много негативных отзывов, что он не работает и он какой-то очень плохой. Действительно, есть недоброкачественные производители, которые выпускают в продажу нехорошие продукты, нехорошие препараты. С такими, конечно же, работать не стоит. Однако все те, кто позиционирует себя все-таки как сильные игроки на рынке, они стараются производить хорошие материалы, и поэтому никаких проблем с покупкой препаратов быть не может. Скажу сразу. Нет, не буду сразу говорить. Мастеру для каждодневной работы совершенно не обязательно быть химиком, физиком, знать какие-то формулы, знать, кто первым изобрел клей, знать, каким образом выглядел клеевой состав в древности. Это все абсолютно не важно. Главное знать базовые аспекты, базовые моменты, которые я сегодня буду рассказывать. Это то, каким образом клей работает и что нужно для того, чтобы, собственно, это отверждение клеевого шва произошло. Я сама не являюсь никаким ни физиком, ни химиком, на производстве клея не работаю. Но это никаким образом мне не мешает дать характеристику клея без своего личного вмешательства, а просто руководствуясь фактами. Данное видео не будет специально усложнено какими-то тяжелыми терминами. Всю информацию, которую здесь вы увидите, найдете, вы можете абсолютно легко погуглить и проверить. Нет моего мнения, есть только факты, физические, химические свойства клея и принципы работы с ним. Есть также статья, которая посвящена клею как отдельной характеристике. Там я рассматриваю именно цвет клея, как они различаются, почему мы должны выбирать тот, а не другой. Вот там уже более творческая часть, более интересная. Там уже я делюсь своим мнением, своими наработками.
как работать более эстетично, аккуратно и чтобы ваши работы отличались от других работ. Я являюсь судьей чемпионатов оффлайн, онлайн, и мне приходится судить работы. Нет, не приходится, я с удовольствием это все делаю. Работы, в которых есть вот такого рода технические маленькие ошибки, которые, если бы устранить, вот прочитав статью как раз-таки о цвете клея, можно очень сильно выделиться на фоне остальных, потому что очень мало кто уделяет время вот такой маленькой мелочи, как цвет клея. Ладно, это такое было длинное предисловие у меня. Начну с главного. Определю как нашего ближайшего родственника обыкновенный цианокрилатный суперклей. И действительно, клей для наращивания ресниц, он не обладает какими-то специальными характеристиками, и наверняка каждый из вас, если и сам так не делал, то наверняка сталкивались с тем, что клей для наращивания ресниц может быть использован в быту. Совершенно спокойно можно им склеить какие-то бытовые приборы, не знаю, там девушкам сломанный ноготь или приклеить потолочный плинтус, если не нашли специального универсального клея для, собственно, этого плинтуса. И важно помнить, что это правило не работает в другую сторону. Хотя я знаю один случай, ученица на одном из курсов уже достаточно давно рассказывала мне, как она приклеивала ресницы клиенту на суперклей. И то, что ни она, ни ее клиентка каких-то определенных различий в этом не нашли. Однако все-таки я нашла одно очень серьезное отличие. Потолочному плинтусу наверняка будет наплевать на технику безопасности, и если даже в процессе склеивания или после с ним что-то произойдет, какие-то повреждения или, возможно, несвоевременная порча, то в принципе ничего страшного не произойдет. Это все легко заменить и устранить, чего как раз-таки о глазном аппарате сказать достаточно сложно, правда? Плинтус наверняка даже не сможет на вас затаить какую-то обиду или, может быть, открыто вступить в конфликт и жаловаться на вас не пойдет. Хотя, кто его знает, сейчас такая новая этика. На людях такие эксперименты ставить неуместно и как минимум негуманно. Поэтому я предлагаю ресничникам великодушно позволять пользоваться нашими материалами для наращивания ресниц другим специалистам, но самим от подобных встречных предложений лучше отказываться. При всем вышесказанном примерно понятно, что принципы работы цианокрилатного клея, они одинаковые. Так вот, клей, что это такое? Это многокомпонентное вещество, которое способно склеить между собой две поверхности. И все, что нужно знать о таком склеивании, оно базируется на двух химических понятиях – адгезия и когезия. Они для кого-то достаточно сложные, для меня в том числе, я долго не могла запомнить, что это за понятия и чем они отличаются, но если все это рассказать по-простому, то адгезия представляет собой прилипание двух поверхностей друг к другу. То, что мастер по наращиванию ресниц называет сцепкой. А вот когезия это уже другое. Это внутримолекулярная связь, которая позволяет этой сцепке удерживать поверхности крепко между друг другом на протяжении какого-то условного количества времени. То, что мастер по наращиванию ресниц называет ноской. В связи с большим разнообразием разных клеевых составов для той или иной поверхности нужны определенные условия для того, чтобы это склеивание произошло. Так наши цианокрилатные клея, они склеиваются без дополнительного нагрева, прижима, нажима. Реакция отверждения будет происходить исключительно под воздействием слабощелочной среды или, соответственно, содержащейся в воздухе и на поверхностях склеиваемых воды. Признанные единственно верными параметры воздуха и влажности, они, безусловно, не могут быть никак оспорены, потому что сама природа клея требует того, чтобы они выполнялись. Параметры влажности 40-60% и, соответственно, температура воздуха 20-25 градусов. Это основная база. Наверняка все знают, не только мастера по наращиванию ресниц, что при отсутствии влажности, при сухом воздухе клей будет схватываться медленно или вообще очень трудно и долго. А вот сильная влажность может, наоборот, повлечь за собой сверхбыструю полимеризацию, которая может повлиять как раз-таки на прочность клеевого шва. Эти параметры, они очень
нестабильные, и чаще всего именно поэтому у мастеров возникают проблемы с клеем. Но эти параметры все знают достаточно хорошо. Хоть и не всегда выполняют, но знают, в отличие от другого. Вопреки теории, чем больше, тем лучше, с клеем цианокрилатным все работает совершенно по-другому. Толстый клеевой шов не приводит к прочной склейке поверхности между собой. Здесь все как раз-таки наоборот. Чем тоньше клеевая пленка, тем надежнее будет сцепка. Тонкий шов для этого должен быть лишен зазоров и должен быть сплошным. В таком случае отверждение произойдет, во-первых, быстро, а впоследствии даст очень прочное соединение этих поверхностей. В том числе именно поэтому движения мастера по наращиванию ресниц должны быть очень четкими, безошибочными во избежание того, чтобы появлялись отслойки в любом месте, не только отслойка кончика, а также приклеивание на одну и ту же ресницу по несколько раз. Для того, чтобы склейка поверхности произошла и была без зазоров, и клеевой шов был тонкий и прочный, для этого необходимо выполнять следующее условие – очищение поверхностей. Любые, даже самые малейшие загрязнения, они могут мешать такому склеиванию и не дают материалу прочно склеиваться между собой. Как промежуточный итог здесь можно подвести вот такую черту. Для прочного склеивания необходима тонкая пленка клея на кристально чистую поверхность и в тех условиях влажности, которые соответствуют норме. Однако все вышеперечисленное было сказано только о цианокрилате, но он обладает рядом существенных недостатков. Таким образом, в пропорции 9:1, где 9 это цианокрилат, а 1 это остальные добавки, клей модифицируется, например, загустителями. Самый известный из них полиметилметакрилат. Его еще называют оргстекло. Он отвечает за густоту, за прочность цепки, за тягучесть клея. Следующий компонент отвечает за скорость полимеризации, за термовлагоустойчивость – это стабилизаторы. И за цвет отвечает как раз-таки черный пигмент, технический углерод, сажа, карбон блэк, его по-разному называют. Вот как раз-таки о нем более подробно я в своей статье и пишу. Но как бы там ни было, как бы мы не модифицировали клей, все равно у него остаются некоторые недостатки. Например, появление белого налета и помутнение клеевого шва. От него никак нельзя избавиться, и это существенный недостаток цианокрилатного клея. Однако этот недостаток трактуется также и как преимущество. Я уже писала у себя в Telegram пост о том, как криминалистики используют пары цианокрилатного клея для того, чтобы идентифицировать отпечатки, например. Второй из недостатков, который можно привести в пример, это токсичность вещества. И, к сожалению, с этим ничего не сделать, это неизбежно. Токсичным является любой химический элемент, и он негативно может влиять на здоровье человека, в том числе вызывать раздражение слизистых носа, горла, глаз и так далее. Но здесь есть хорошие новости. Все эти нюансы легко нейтрализуются как раз-таки влажностью воздуха, и в хорошо проветриваемых помещениях они становятся просто-напросто инертными и никаким образом не становятся безопасными. Следующий момент, который можно привести как недостаток цианокрилатного клея, это несмотря на то, что это очень прочные клея, прочность такого клеевого шва, она достигается только со временем. То есть, условно, если вы сделали склеивание поверхности сегодня, до завтра лучше подождать и исключить разного рода физические воздействия. Таким образом, при соблюдении всех необходимых условий и в ожидании как раз-таки этого времени клеевой шов будет очень прочным, а если его преждевременно начать повреждать, восстановить впоследствии уже не удастся, и он будет хрупким и ненадежным. Про термореакцию все и так уже читали и знают, но я на всякий случай оставлю также ссылку, где проводится опыт как раз-таки с цианокрилатным клеем и образование экзотермической реакции. Можете его посмотреть.
Ну и чтобы здесь надолго не застревать на этих недостатках, можно еще указать один. Он, опять же, как недостаток, так и достоинство. Например, цианокрилатные клея очень часто используют в медицине. Они нашли свое прочное применение там, как склеивание ран, может быть, костей и все такое. О, костей, господи, какое страшное, надо это вырезать. Закрытие ран, например. Но в связи с этим нужно быть готовым, что вы сами можете приклеиться сами к себе или приклеиться к какому-либо предмету. Поэтому будьте осторожны. Когда дело сделано и клей уже сварен и готов, все равно могут возникать некоторые сложности. Поверхности могут быть малопригодны для склеивания из-за своей излишней пористости или недостаточной пористости, из-за недостаточно влажного воздуха в помещении или из-за неправильной формы поверхности, такое тоже может быть. И для решения такого рода задач целесообразно использовать некоторые препараты, такие как усилитель клея, праймер, активатор. Эти препараты наносятся на одну из неработающих поверхностей в зависимости от того, что это за препарат. И таким образом они способствуют улучшению сцепки, досушивают какую-то поверхность или наоборот закрывают пористость некоторыми частицами. Опять же, делают поверхность более щелочной, например, и таким образом ускоряют действие клея. Но опять же, избежать всех дополнительных нюансов можно, соблюдая параметры воздуха и, соответственно, выбирая клей по назначению и не забывая о том, что поверхности должны быть правильно очищены. Есть один очень давний спор, хранить ли клей в холодильнике или это запрещено. Здесь ответ такой: ничего страшного в том, что клей хранится в холодильнике, нет. Наоборот, низкая температура способствует как остановлению, замедлению реакции полимеризации. Задача здесь состоит как раз-таки в другом: как перевести этот холодный клей из холодильника в комнатную температуру так, чтобы не образовался конденсат. И здесь вот какая штука. В герметично закрытом контейнере, например, когда клей новый, в этом нет никакой проблемы. Вы просто вытаскиваете его, конденсат не образуется. Дело в другом. Когда клеем вы уже начали работать, соответственно, здесь немного сложнее. И нужна поэтапная разморозка. И, как правило, конечно, никто этим заморачиваться не хочет. Мастера по наращиванию в том числе. Поэтому клей вообще принято хранить с плотно закрытой крышки. Поэтому цианокрилатный клей принято хранить в комнатной температуре с плотно закрытой крышки. Крышки, блин, что за крышки? Поэтому клей цианокрилатный принято хранить при комнатной температуре с плотно закрытой крышкой во избежание солнечных лучей. Желательно делать это в термопакете, в зип-пакете, в который кладется пакетик с силикагелем. Это такой поглотитель влаги. И поэтому наш клей таким образом может храниться дольше. Но наши тюбики часто не доживают до своего срока годности, точнее до его завершения, потому что крышка может намертво приклеиться или носик закупориваться. Это все также связано с повышенной атмосферной влагой, которая ускоряет процесс полимеризации. И здесь, соответственно, абсолютно те же правила, которые я озвучила выше по хранению, помогут вам этого избежать. Производители, конечно, заботливо о нас беспокоятся и в упаковку zip-контейнер кладут и пакетик силикагеля, и запасную крышечку, и даже вот эту пипку с иголочкой. Главное, что нужно, это все эти инструменты использовать по назначению. Тогда никаких проблем, скорее всего, не возникнет. Я не очень много знаю о процессах, которые происходят на производстве клея, однако точно знаю одно, что ни один производитель, который претендует на звание сильного на рынке, он точно не будет поставлять
продукты не хорошего качества, испорченные, например. Но жизнь наша такова, что такие ситуации могут происходить. И, конечно, если этот производитель раз за разом показывает то, что его продукты некачественные, с ним, конечно, работать никакого смысла нет. Нужно такие позиции убирать из своего списка используемых материалов, а использовать только сертифицированные и надежные. Однако, я уже говорила много раз, ничего страшного в том, что попалась какая-то плохая партия. В принципе, это случается очень редко, ничего в этом страшного нет. Поэтому к этому нужно быть готовым и своевременно просто рассказать об этом производителю. Он произведет свой анализ, устранит все эти ошибки, и, собственно, мы продолжим так же работать, как работали дальше, без каких-либо существенных перемен. Я думаю, что нет намеренного злого умысла, чтобы поставлять плохой товар на рынок и чтобы мастера пользовались некачественным товаром. Поэтому все обвинения в недоброкачественности товара, они часто несостоятельны. В заключение хотелось бы сказать, несмотря на то, что, конечно, всем хотелось бы каким-то образом усовершенствовать технологию, усовершенствовать состав клея, чтобы это привело к абсолютно беспроблемной работе с ним. Вот прям раз и готово. Так, например, последний ролик про ультрафиолетово отверждаемый клей показывает то, что в нашем клее цианакрилатном нет тех частиц, которые отверждались бы путем ультрафиолетового излучения, и более того, это негативно влияет на организм и на глаза человека в частности. Поэтому мы должны работать с тем, что есть, и все стремление к вот таким вот превращениям, к модификациям клея, оно чаще всего несет за собой просто необоснованную критику, которую можно увидеть на любых буквально форумах и в любых обсуждениях. И сетование на то, что вот очередной клей не работает, его нужно исправлять. Но на самом деле это не так, это попросту говоря неразумно. Потому что наш цианокрилатный клей, он уже на протяжении десятков, практически сотню лет показывает свои результаты. И эти результаты действительно превосходные. Все те условия, которые цианокрилатный клей выдвигает к нам, пользователям, они легко выполняются. Поэтому у меня, например, есть точное основание, четкое, утверждать. Вот сейчас только я немножко смягчу свою формулировку, чтобы быть не настолько категоричной, потому что все-таки ничего тотального в мире не бывает. Все равно все это скатывается к наибольшей вероятности или наименьшей вероятности. Так вот, есть четкое основание утверждать, что, скорее всего, любой клей, который вы купите, он будет работать. Предыдущий ролик показал хорошие результаты по просмотрам и по подпискам. Я вас благодарю, значит, мои ролики для вас полезные, важные, нужные. Буду записывать еще. Искренняя моя благодарность за то, что вы смотрите, за то, что подписываетесь.